В Берлине появился новый криминальный бренд – молодежная банда мигрантских кланов с турецкими корнями, которых уже называют «Далтоны». И они больше не играют в уличных бандитов, они ведут себя как боевики враждебной структуры в самом сердце Европы. Их стиль – показательное насилие, выстрелы по витринам кафе и автошкол, гранаты у входов в заведения, ночные налеты на бизнесы, которые отказываются платить. Это не подполье, а демонстративный сигнал всем, кто еще надеется, что их не тронут. Чтобы понять, откуда взялась эта бесшабашная уверенность, нужно вернуться не в берлинские кварталы, а в Стамбул. Именно там, по данным следствия, зародилась сеть молодежных группировок с детскими прозвищами «Касперсы», «Смурфики» и «Далтоны», за которыми стоят десятки убийств и покушений. Турецкая полиция пошла по ним катком. Массовые аресты, более 300 предполагаемых участников Далтонов, включая подростков, вывели на скамью подсудимых, а их предполагаемому лидеру Беррату Джану Гекдемиру, прозванному Джан Далтон, на родине насчитали суммарно более 1000 лет тюрьмы за убийство и организацию насилия. Но жестокая зачистка дала побочный эффект. Верхушка успела уйти за границу, и уже в Европе эти беглецы превратили уличную банду в экспортированный оргпреступный проект. Немецкая столица оказалась для них идеальной площадкой. Многолетняя проблема этнических кланов, слабое отторжение к уличной преступности в некоторых районах и тысячи молодых мигрантов, застрявших между лагерями для беженцев и серой экономикой. По данным расследования регионального телевидения, Далтоны начали собирать костяк именно из молодых курдов, ищущих убежище. С ними начала устанавливать контакт в центрах приема, а потом предлагают быстрые деньги и статус за участие в перестрелках, поджогах и запугивании бизнесменов. В Берлине уже открыто говорят, что новая волна мафии строится не на семейной чести, как старые арабские кланы, а на культе насилия и репутации в соцсетях, и это делает ее непредсказуемой даже для старых криминальных структур. Полиция фиксирует десятки эпизодов: стрельба по автошколам и кафе, гранаты у входа как предупреждение, ночные наезды на магазины, которые отказались платить за крышу. Сумма требований для малого бизнеса измеряется уже не тысячами, а сотнями тысяч евро. А обычный сценарий: сначала загадочные ночные выстрелы по витринам, потом через пару дней в дверь уже спокойно стучатся люди, объясняют, кто стоит за атаками, и называют сумму, которую хозяин должен инвестировать в свою безопасность. Представитель берлинской полиции Флориан Нат открыто признает, у этих ребят почти нет тормозов. Они используют огнестрел и взрывчатку гораздо более нагло, чем прежние кланы, и действуют так, будто понимают, что система боится эскалации в открытую войну на улицах. Но самое интересное в этой истории не шумные выстрелы в центре Берлина, а фигура человека, который, по данным следствия, дергает за ниточки, находясь далеко за пределами Германии. Речь о Беррате Джане Гекдемире, Джане Далтоне, человеке, которому в Турции заочно назначили почти 1500 лет тюрьмы за десятки убийств, но который так и не оказался ни в турецкой, ни в немецкой камере. Турция направила в Россию массив материалов по его делам, утверждая, что он скрывается на российской территории. Однако выдачи не последовало, и это породило слухи, что беглый босс может быть интересен российским спецслужбам как управляемый инструмент влияния в мигрантской среде Европы. Для официальных ведомств это пока не подтвержденные домыслы. Но для уличной войны в Берлине такой фон значит одно: игроки, которые стреляют по витринам, могут быть лишь расходным материалом в гораздо более крупной игре. Сегодня в Берлине формируется новая реальность. Старые арабские кланы, контролировавшие большую часть нелегального бизнеса, сталкиваются с более молодой, агрессивной сетью, для которой взорвать гранату у кафе – это не крайность, а способ заявить о себе. Для обычных жителей это выглядит как серия разрозненных ночных ЧП, но предприниматели хорошо понимают: каждая разбитая витрина – это чье-то отказное «нет» вымогателям. А каждый поджог – попытка показать, что закон здесь уже не главный арбитр.